Привет! Всех с праздником! Привет! Всем светлой Пасхи! Мои бабушка и дедушка были лютеранами, а мама не лютеранка, но она сейчас поподробнее расскажет. Дело в том, что мои старшие братья, мы жили вернее, я-то там не жила в то время, в Казахстане, и они были крещенные в лютеранской церкви. Какая там церковь была, я не знаю. А мы уже родились, моя сестра Ирина покойная, я и младший мой брат Николай, родились в селе Трубецкое. Там церкви не было, и мы так и остались некрещенными. Да, и в те времена очень часто даже было, что даже если называли что-то церковью, не обязательно это церковь была, это мог быть просто дом в деревне, который с этой функцией был. Все возможно. Я думаю, что, может, в Казахстане как раз так и было. Вы нам, кстати, напишите, если вы знаете об этом поподробнее. Было бы интересно. Крестилась я позже. Это было уже тогда, когда у меня было 2 детей. И мы ездили в церковь крестить... Младшего. Нет, не младшего, а нашего кума, дочку. Крестил мой муж. И когда мы у батюшки поинтересовались, кум тоже был некрещенный, поинтересовались, можно ли это сделать каким-то образом, он сказал, что он будет крестным отцом, но это была православная церковь, так что я по вере ортодокс на немецком языке. И мы тогда в той церкви покрестились. Пасха начинается с поста. И был ли какой-то пост у тебя дома, в твоей семье, у твоих родителей? Об этом я, конечно, не помню, но я маму свою спрашивала по поводу поста. Как он вообще проводится, что делают в этом случае, сколько дней это длится. Она сказала, пост у нас 1 день. И я так поняла, что это суббота перед Пасхой. Как оно на самом деле, я не знаю. Если кто-то по этому поводу что-либо знает или помнит, было бы интересно, какой день у лютеран пост. Наверное, у них также есть и длинный, и короткий вариант для более верующих, да. И для более таких, кто... Я думаю, просто эти традиции немножечко были утеряны, потому что не было церкви в селе. И кроме того, что было такое время, когда родители с детьми разлучали и традиции прерывались. Все правильно. Моя мама в детский дом попала, это было в 1941 году, ей было 10 лет. 10 лет ей было. Она в детский дом попала. Потом маму она свою нашла, это было после войны уже, в 45-м или 46-м, то есть ей было или 15, или 16 лет. Так, кто хочет узнать эту историю поподробнее, у нас есть видео про наших родственников. Про вербное воскресенье, чистый четверг, ты что-то помнишь? Было ли такое и вообще? Нет, не помню. В Украине, конечно, эти традиции есть и вербное, и чистый четверг, и я это все соблюдала. То есть вербное воскресенье. Как православное. Как православное, да. Да, про лютеран ты не помнишь? Нет, не помню этого. Как вообще праздновали Пасху? Как это выглядело? В субботу мама обязательно пекла рибелькухен. Это такой пирог с дрожжевого теста. Какой он формы был? Она делала просто квадратный. Видимо, противень у нее такой был. И она на нем выпекала. Там не было, как в Украине, например, пасочки, они должны быть определенного вида. А это было просто квадратный пирог, и сверху, как украшение, и то, что я больше всего любила, конечно, этот рибель, как оно правильно там называется, я не знаю, в общем, типа затирухи, масло, сахар и мука. То есть это так... Оно протиралось, да, руками, и эти крошки вверху насыпались на это дрожжевое тесто, и это было очень вкусно. Я видела в Германии уже такие пироги, пирожные. Это традиционные пироги, я думаю, тешу, да. И я, кстати,
тут ела уже. Мгм. Соблюдались ли какие-то молитвы и как проходило воскресенье? Ну, в воскресенье утром, когда мы просыпались, естественно, на завтрак был этот пирог, были яйца крашеные. Мама красила их луковой шелухой. Они были такого красивого коричневого оттенка. Вот. Ну, я помню, яйца не очень, ну, а пирог мне очень нравился. И мы завтракали этим. Мгм. Естественно, это ничего не светилось, потому что церкви не было. Вот. С дома я уехала, насколько я помню, вот, мне уже было 19 лет, и у нас дома как-то праздновались, Пасха 2 раза праздновалась, то есть когда лютеране празднуют, и, естественно, когда в Украине празднуют. А кутьи у тебя в детстве не было? Не было кутьи. Я кутью попробовала первый раз у моей свекрови. Мгм. Да, у них в семье, это в Украине, мой муж украинец, он, и у них в семье эти все традиции соблюдались, и Мгм. кутья была обязательно на столе. Мгм. Какие-то еще были блюда такие, что ты помнишь, что это было как раз на Пасху тоже? Нет, вот это я не помню. Помню, что всегда готовила что-нибудь вкусненькое еще дополнительно. А Как что бы, было вкусненько? но оно было, ну как, обычный обед, обычный ужин. Там не было праздничного такого стола, как вот в Украине принято. Там и колбасы готовятся к празднику, и какие-то традиционные блюда ж готовятся. Вот, и очень красиво стол накрывается, и необычным там способом, там скатерть, накрывается под скатерть, солома ложится там. Ну, в общем, там традиции более такие объемные, и, естественно, я их Не, ну мы-то знаю, не потому ложили что под да, скатерть. мы не ложили, да, мы не ложили, у нас этого не было. Потому что я бы не сказала, что я такая приверженец хождения в церковь и сильной такой веры. Я как-то не приучена к детству к этому, потому что я, например, не помню, чтобы мои родители когда-нибудь молились. Вот это я не помню. И когда я свою маму спросила об этом, она сказала, да. Я говорю, а вы знаете, отче, наш... Она говорит, да. Я говорю, на немецком языке, да. И она мне его прочитала тогда. Я первый раз от нее услышала, что она знает молитву на немецком языке. Ну, я думаю, может быть, это было связано с тем, что и религия была запрещена в это время. Это да. Потому что они и так настрадались от того, что их гоняли, и убивали, и перевозили, и, в общем, притесняли как только могли. И она просто, в безопасность хотела, чтобы семья еще и по этому вопросу не получала какого-то негатива. Все правильно, потому что религия вообще была под запретом. И если знали, что кто-то там ходит в церковь, ну как в России, я помню, было, если знали, что кто-то с класса там ходит в церковь, то это было, ну как, комсомол не принимали, там наказывали, естественно, каким-то образом, и все смотрели на этого человека косо, потому что это было, ну, просто не принято, религия была под запретом. Были какие-то украшения, вот как, украшения, это же пока демонстрация, что праздник, наверное, ничего не было такого, да? Ничего абсолютно, ничего не было. Я помню только вот этот пирог и яйца. Ну, естественно, уборка была перед праздником, в доме должно быть чисто обязательно. Вот. Хотя у нас всегда было чисто, мама у нас насчет этого была приверженец чистоты. Так что порядок был всегда. Но перед праздником все в этом участвовали. Мы убирали полностью дом. Дом был не маленький. Это, может, даже и на чистый четверг было, просто это так не называлось. Ну, я не знаю, как это называлось. Дело в том, что вот именно традиционно какие-то дни, которые назывались как-то, вот это я не помню. А с другой стороны, чистого четверга и Фирмании нет. Ну, так вот тоже. Его нет. Да, я думаю, что нет. Вот. И еще я не помню, добавлю, я не помню ни зайчиков, ни ягнят, чтобы были какие-то украшения. Вот как сейчас смотришь, и на улице там что-то выставляют красивое.
какие-то традиционные. И зайцев тоже у нас не было. Это все в Германии. Ну, уже, да, как приехали в Германию, мы увидели вот эту традицию, что зайчики обязательно. Для нас это было как... Да, украшают и сады украшают, и дома украшают. Да. Везде всякие... Нам это очень нравится. Да, все уж красиво, почему нет? Да. А дополнительные традиции, они всегда хорошо. Да. А ты когда переехала в Германию, у тебя празднование Пасхи изменилось как-то? Нет, абсолютно нет. Я на Пасху обязательно пекла пасочки, красила яйца, готовила что-нибудь вкусненькое, кутью обязательно готовила, естественно. И обязательно ездила в церковь и светила это. У нас в Манхайме есть одна церковь, куда приезжает батюшка, который служит от украинской церкви в Франкфурте. Твои традиции здесь, в Германии, как-то изменились после того, как ты сюда переехала в праздновании Пасхи? И кроме декорирования, что-то тебе нравится в немецком представлении о том, как это делать? Ну, насчет праздника Пасхи у меня ничего не изменилось. Как я дома это делала, так и здесь. Единственное, что там дома я в церковь светить ходила ночью, где-то часа 3, наверное. Там, конечно, службу надо было стоять, но то есть с вечера получается. Но я же говорю, что я в церковь не хожу. Вот единственное, что ходила я светить пасочки, яйца, там, колбаски, что наготовили на праздник. И все. А здесь это происходит днем. Потому что батюшка объезжает не только Манхайм, но и еще несколько мест, вот, чтобы успеть всем посвятить пасочки и яйца, всем сделать праздник. А в Германии мне, конечно, очень нравятся традиции, которые есть на Пасху. То, что тут 4 дня выходных. У нас этого не было в Украине. Там в пятницу мы обязательно работали. И в лучшем случае это 3 дня. Суббота, воскресенье, понедельник. Ну и мне тут очень нравится, когда люди во дворе украшают. На это интересно смотреть. И я первый год, помню, ходила вот это, высматривала, фотографировала. Делилась этими фотографиями своими друзьями, родными. И всем было интересно. И оно действительно красиво. Будешь ли ты в будущем также украшать? Я думаю, что да. А, кстати, по поводу упоминания, недели поминаний, выходных, ну вот как в Украине мы не празднуем, но упоминаем умерших через неделю после Пасхи. Было ли что-то такое в лютеранстве? Помнишь ли что-нибудь такое? Нет, не помню. Дело в том, что я маме задавала вопрос по поводу моей бабушки Гульды, которая похоронена в Казалинске. Мы же одно время жили там, уже мне было где-то лет 10, мы уехали с Сибири в Казахстан и жили в том городе, там, где она была похоронена. Вот. Я на той могиле не была, и когда я маму спросила об этом, она сказала, ну а зачем вам, детям, быть на кладбище? Вот. У немцев нет такой, я думаю, традиции насчет того, чтобы упоминать на кладбище. Всей семьей, чтобы. Да, всей семьей. И дома я не помню такой традиции, чтобы мы кого-то поминали. Я не помню это. Может быть, попросить людей поделиться своими впечатлениями от этих праздников. Может быть, они что-то знают о традиции, которые были у немцев, которые жили в постсоветском пространстве. Поделитесь своими традициями, как вы дома празднуете, какие у вас, может быть, были какие-то такие традиции, которые были только в вашей семье, или наоборот, может быть, вы что-то такое интересное знаете. Ну все, пока-пока. Пока.